Здравствуйте! Сегодня вам покажу и расскажу, как добиться активного цветения у любого комнатного цветка. Зацветет даже тот цветок, который у вас долго не цвел. Я вам расскажу про эту подкормку, потому что применяю ее самостоятельно для своих растений. Вот смотрите, фиалка просто прекрасно цветет, не переставая. А также каланхоя у меня цветет. В прошлый раз я вам показывала другие каланхои, там были розовые, малиновые, а сейчас у меня цветет желтый, и цветет оно третий раз. Некоторые цвели уже по 3 раза, но желтый цветет только сейчас. Покупала каланхои я в августе месяце, и вот прошло 9 месяцев, и он цветет третий раз только сейчас. Без стимуляции каланхои вообще у меня лично не хочет цвести. Покупала я их маленькими, в таких маленьких стаканчиках 100-граммовых, и они вот так вот пышно, очень пышно цвели. Но дома цветут они только со стимуляторами. У меня есть также видео на канале, как я стимулировала и другие каланхои на цветение вместе: оранжевые, белые, малиновые и розовые. И вот розочки тоже цветут только со стимуляторами. Самостоятельно они практически дома вообще не цветут. Эта розочка набирает первый раз бутоны после обрезки. Вот сейчас я вам покажу. Была обрезка. После покупки я обрезаю розы практически в среднем до 5-7 сантиметров от грунта и наращиваю заново корневую и листовую массу, а также далее стимулирую на цветение. А теперь давайте сравним. Вот берем два каланхоя. Это каланхоя после прищепки. Он наращивает очень быстро листовую массу, его нужно обязательно прищипнуть поверх. Вот смотрите, листики крупные, и прищипываем прям сверху этих листиков, и только тогда стимулируем на цветение. В этот период как раз нужно очень хорошее удобрение, чтобы каланхоя наконец-то зацвело. А этот каланхоя малиновый, он отцвел 3 раза, я перестала его больше стимулировать, но я его точно так же прищипнула. То есть он просто у меня поливался с обычной водой, и бутонов нет, ни одного бутона. Вырастает только листовая масса, если поливать обычной водой, и он у меня стоит под фитолампой. А если не делать прищипку, то он вырастает сантиметров 30-40 и может даже просто вытягиваться, и также может не зацвести. Поэтому каланхою тоже нужно стимулировать. И сейчас покажу вам розы. Они стоят у меня в разных условиях. Посмотрите, эта роза очень красивая. Она впервые набирает цвет, у нее очень хорошая листовая масса, и бутоны тоже хорошие. Это все только с помощью подкормок. Лично розы без стимуляции и без мощной фитолампы дома никогда у меня не цвели. Поэтому, если вы знаете секрет, как без фитолампы и без удобрений, чтобы розочки зацвели, пишите в комментариях, буду очень благодарна. Эта розочка обрезалась 1 раз, и на выращивание листовой массы у нее уходит до 2 месяцев. И далее можно только стимулировать на цветение. И сейчас я вам покажу другую розу, которая стоит вне фитолампы, то есть у нее нет такого полноценного света, как вот у той розочки. Вот смотрите, какое-то даже пожелтение есть. Сразу убираем такие листики, они нам не нужны. То есть листовая масса совершенно другая. И цветение у этой розы не такое, как у той. Бутончики она, конечно, набрала, но они немного скудноватые, те будут намного крупнее. До этого я ее стимулировала на цветение, но потом прекратила, просто не было места, я убрала ее в другое место. И она у меня перестала цвести и практически стала другой. И вот смотрите, разница очевидна. Без подкормок, без освещения, и с подкормками, и с освещением розочки разные. Думаю, разница вам понятна и очевидна, что с помощью подкормок, правильного освещения, полива, микроклимата все будет отлично с цветами. Итак, давайте приступим к подкормке. Сегодня буду смешивать и органику, и удобрения. Беру свои любимые кожура банана и кожура мандарина. Кожуру банана, думаю, все прекрасно знают, даже не стоит про нее что-либо говорить. Это огромное количество калия для цветущих растений. Калий просто необходим. Именно с помощью калия будут активно набираться новые бутоны, а также будет продление цветения. И цветочки будут вот такие яркие, как у меня на видео. Вам понадобится чайная ложка мандариновой кожуры
и банановой кожуры буквально от половины банана. И я буду заливать 200 мл кипятка. Настаивать такой настой нужно 1-2 часа максимум. Мы не будем настаивать сутки, потому что мы будем смешивать сегодня органику и удобрения. Об этом я уже сказала. Апельсиновые корки, они содержат высокие концентрации серы, азота, кальция, магния и многих других питательных веществ, которые способны обеспечить комнатные растения заряд жизненной силы и, конечно, дать толчок на цветение. И буду добавлять 1 дольку лимона, но не просто порезали и положили лимон, это очень важно, а лимон нужно сначала засахарить, чтобы он выдал весь сок в чашку. Если, например, положить лимон сразу в данную подкормку, то будет очень кислая подкормка, нам такое не нужно. Вот смотрите, весь сок от лимона остался у меня в чашке. А также сахар очень полезен для растений, но, конечно, не в большом количестве. После применения подкисленной подкормки корни начинают чувствовать себя значительно лучше и хорошо начинают работать. Они могут даже усваивать намного быстрее все необходимые питательные вещества. И, конечно, будет благотворно все это влиять на состояние листьев и, конечно, на цветение. Сахар у меня получилось пару грамм. Сахарные подкормки – одни из самых популярных натуральных удобрений. Поступающий глюкоза является интенсивным источником энергии и стимулирует в растениях фотосинтез. И обязательно нужно процедить через ситечко, либо через марлю. Сделайте так, чтобы ошметков и кожуры не было в вашей подкормке. Теперь я переливаю данный настой в бутылку. Бутылка у меня 1 литр, комнатной температуры, вода отстойная. И я буду добавлять монокалий фосфат. Если вы хотите активного цветения, помимо наших удобрений, бабушкиных удобрений, а также таблеток, добавляйте иногда монокалий фосфат. Он просто идеален. Его можно смешивать с любыми удобрениями, с любыми средствами. На 1 литр понадобится 1 грамм. С помощью фосфора формируются бутоны, а с помощью калия продляется цветение. Монокалий фосфат с банановой кожурой — это прям просто идеально. Одно дополняет другое. И последнее средство – это янтарная кислота. Янтарную кислоту можно применять для всех растений без исключения. Понадобится 0,2 грамма на 1 литр воды. Если растение чахнет, перестало расти, листики у вас желтеют и не такого яркого красивого цвета, тогда янтарная кислота поможет справиться с этими проблемами. Сколько раз поливать данной подкормкой, можно даже назвать его эликсиром для цветущих растений. Я поливаю уже 5-й раз, поливаю в каждый полив. И с помощью этого у меня розочка зацвела, фиалка продолжает активно цвести, и наконец-то каланхоя также набрало цвет и уже активно цветет. Каланхоя не скидывает бутоны, если подкармливать долго и правильно. А также и фиалка, она не будет скидывать листочки, а розочка только скажет спасибо за такую подкормку. И сегодня я буду подкармливать тот каланхой, который отказывался цвести, потому что его не подкармливали. Таким эликсиром цветущие растения можно подкармливать до 5-6 раз, это максимум. Я подкармливаю в среднем 1 раз в 4-5 дней. Все смотрите на состояние вашего цветка и вашего микроклимата, как часто нужно поливать. Если вы поливаете чуть ли не каждый день, то, конечно, это часто. Хотя бы делайте перерыв до 5 дней, это в среднем. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео про комнатные цветы, как я их подкармливаю и выращиваю. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Всем спасибо и до свидания.